Друзья, всем привет! Меня зовут Александр. И сегодня мы вылетаем из аэропорта Домодедово в Камбоджу через Сингапур. Это моя супруга Эпи. Это Сен-Тимур. Эпи у нас камбоджийка. Я планирую снимать большой блог и рассказывать вообще о жизни в Камбодже. Надеюсь, вам будет интересно. Сейчас, конечно, достаточно сложно улететь, и очень много документов нужно было, и тесты, и вакцинация, и, короче, куча всего. Вот, на самом деле, вот мы сейчас когда приехали в аэропорт за 2 часа, мы практически час потратили на то, чтобы даже без очереди, потому что не было очереди на регистрацию, чтобы просто все эти документы проверили и так далее, и так далее. Только спустя час мы оказались вот здесь уже в зоне перед вылетом. Тимур, ну что, на родину летишь? Да? Ну она, потому что там сама захочет. Привет, скажи. Лечу на родину. Полетели в Камбоджу. Пустой самолет практически. Процентов на 40 заполнен. Когда заходишь на сингапурские авиалинии, уже сразу чувствуешь уровень приветливости. Очень приветливо вообще. Все время говорят, чтобы маску, чтобы была одета маска. Контролировать. В общем-то, неплохо. Такой вот ужин, винишко. У Эпи там другая еда. Мороженое. Короче, классная штука получается. Здесь интернет у тебя есть бесплатный на 2 часа. Но когда 2 часа заканчивается, ты просто другой адрес вбиваешь и все. И 2 часа можешь пользоваться интернетом. Просто класс. Так что лайфхак, если что, имейте в виду. Другую почту вбиваете и поехали. С ребенком достаточно сложно лететь. Так, ну мы в Сингапуре. И срочно сейчас быстренький у нас транзит. Летим в Пномпень. Пустой аэропорт. Вообще никого нет. Не то что в былые времена, когда здесь очень много было народу. Вообще очень большой аэропорт Сингапур. Что касается перелета сингапурскими авиалиниями, как бы я уже лечу, по-моему, 3-й или 4-й раз. Хорошая компания, большие сиденья. Точнее, большое расстояние между сиденьями. Кормят хорошо. Так что рекомендую сингапурцев. Тимурик героически держится. Раньше нас тут всех транзитников водили вообще за ручку, а сейчас можно самостоятельно перемещаться. Вот уже какой-никакой плюс. Ну все, ждем вылета на Пномпень. Такой вот аэропорт. Непривычно увидеть такие кресла здесь, заклеенные скотчем и стретч-пленкой. Нам нужно будет заполнить декларацию здесь на въезд.
Заранее заполним. И вылетаем через 45 минут. Как видите, пустой практически. Ну, примерно, наверное, процентов на 30 заполнен. Никого нет, никто не хочет лететь. Ну, никто не хочет, скорее всего, лететь. Почему? Потому что... Ну, что такое карантин? Вот мы будем на карантине сейчас 3 дня сидеть. Это тоже достаточно как бы напряжно, и к тому же это не дешевое удовольствие. Я до этого сидел 16 дней на карантине. Вообще не завидую. Ну, вообще, как бы в Камбодже планируют открыться где-то в декабре. Но я вам сообщу, если это будет, вы об этом узнаете. Так, и лететь нам осталось еще где-то 1,5 часа. Ladies and gentlemen, please return to your... Кстати, нормально кормят. Такой вот у них омлетик на завтрак с сосиской. Прям вкусный. Молодцы. Добро пожаловать в Камбоджу. Сейчас мы будем проходить кучу процедур разных, там, наверное, не получится поснимать. А потом о них расскажу, как они пройдут. Там, пока все бумажки показать, помимо паспортного контроля и всего остального, плюс еще тесты будут брать на входе и так далее. Так что расскажу попозже, но добро пожаловать в Камбоджу. Вся процедура, короче, заняла 2 часа. С учетом того, что у нас самолет был всего лишь такой не совсем заполнен. 2 часа получалась вот эта вся история с проверками всех документов, с проверками тестов, с получением багажа, с паспортным контролем. Потом в очереди, чтобы все постояли, еще раз все документы проверили, чтобы внесли депозит. Жестко. Жестко. И я думаю, что пока все-таки, пока не отменят карантины эти все, сложно сюда туристам приезжать как минимум. Я думаю, туристы сюда и не будут ехать. Это такой вот, собственно говоря, только такие путешественники, как я, могут сюда поехать. А так это очень сложно на самом деле, сюда сейчас попасть. С кучей этих документов. Это же мы трансфер наш с отеля ждали еще. А с ребенком это же очень тяжело все это дело происходит. Но ничего, настроение в любом случае сейчас поднимется, когда уже приеду в отель. И с отеля дальше буду показывать, как проходит карантин. А вот она, Камбоджа наша уже. На улице жара. Самый главный плюс, что все-таки это жара, что все-таки что это тепло. Да? Парень. Тепло? Домой приехал. Тимур, кстати, родился здесь. И пробочки начинаются. Ну все, едем в отель. Он полностью одет в костюм. От нас изолирован вообще. Вот до такой степени здесь такой движ идет. Что люди, которые приезжают из-за границы, они все, получается, в зоне риска, в карантине и так далее. Да, конечно, карантин это вообще история отдельная. Заехали мы в отель с трудом. 2 часа, можно сказать, с аэропорта ехали. Настроение уже поменялось, потому что отель прям вообще зачетный получился у нас карантин. Сейчас покажу.
Вот такая вот у нас прихожая, можно так сказать, или как. Такой вот обедик принесли. Вот. Значит, здесь вот, наверное, что-то можно готовить даже. Но я думаю, что мы 3 дня все на карантине, поэтому готовить особо ничего. Короче, стоит этот номер $100. Карантин платить за свой счет. Так, ну здесь душевая. Вот, и кровать. Ну, на кровати будем спать втроем. 180 сантиметров кровать. Но самое классное то, что здесь есть вот такой балкончик. Балкон вообще сила. По карантинной еде вот это какая-то курица получается. Ну что ты? Спать пора. Иди спать, парень. Курица, потом вот этот суп и десерт. Суп прикольный. И десерт. Так, Тимур пытается залезть сюда руками. Все, будем сейчас кушать. Ну, все, кто здесь был на карантине, все хвалили здесь еду. Говорили, что здесь еда классная. Все наши вот русские ребята из России здесь были. Ну что, могу сказать, вот пища, которая здесь, в этом отеле на карантине подается, она отличается от того, что было в прошлый раз у меня на карантине. Вот. Здесь вот сегодня вот тут тофу. Получается с курицей. Вот одну порцию принесли. Потом супец сразу этот на ужин. И вот такая паста. Паста, кстати, тоже очень вкусная, уже попробовал. Тяжело вам пока восстанавливать, потому что джетлаг такой 4-часовой. Парень вот этот очень сильно возмущался. Но нам, кстати, вот даже из дома передали, передали еду местную. Это какой-то такая вот кислая штука. Это карась тут. Так что осталось нам еще пару дней здесь сидеть. Так что вот ужинаем. Кстати, кто знает джейфрукт, вообще бомбический фрукт, вообще очень сильно его люблю, обожаю, вообще суперская штука. Очень вкусно. Нам здесь доставили на карантин его ребята с отеля. Супер. Вкуснейшее. Это хлебное дерево. Я только сейчас, скажем так, вышел на улицу и ощутил классный воздух. Сейчас здесь где-то примерно 23-24 градуса, бриз, тепло, ну, Южная Азия. Сейчас вам немножко покажу тут города ночного. Ну, тут здесь не самые, конечно, хорошие виды, но все равно прикольно. Азия. Азия. Конечно, сложности сейчас доехать, большие сложности сюда долететь, но Камбоджа снимает ограничения с 1 декабря, и привитые вакцинами путешественники смогут сюда приезжать. Доброе утро. У нас уже обед, мы, правда, проспали до обеда, да, сын? А то отсыпались от сложного перелета. Вот такой у нас вид, конечно. Тут идет стройка с утра, вот это легкий напряг. Кто говорит, слышно, как они там строят. О, вон там вдали Меконг у нас. Тепло. Супер. Ну и не сильно жарко, не чувствуется такой жары. Сейчас самое такое хорошее время в Азии для ее посещения. Мы живем в самом центре. Наш отель в самом центре, получается, находится. Отель новый. Сейчас, конечно, все отели страдают от вот этого кризиса, который связан с
короной. Люблю азиатские города. Прям в центре так стоять, смотреть. Там внизу ресторанчики, уличная еда. Класс. Что, нам на карантине осталось сегодня и завтра мы уже поедем домой. Карантин наш закончится. Так, и завтрак, и обед мы проспали. Тут, кстати, вот тут вот на карантине кормят вообще отлично. Прям как в рестике еда. Не то, что вот у меня было до этого, я ездил 16 дней назад, то получается это завтрак такой. Это обед. Все это они предлагают, что завтрак за обед за 10 баксов. Это, кстати, очень даже достойно. Вот тут такой суп у меня. Это он получается с бамбука. Остренький супец. Чисто азиатский. Класс. Просто класс такой островатый. И вкус бамбука. Это классная история. Здесь овощи просто с курицей и с рисом. Здесь десерт. Сладкий вдвое пивок. Лапша была. Это мой завтрак. Тут у меня тоже было яйцо с лапшой. Ну, все как надо. Видите, палочки такие подают. Вообще классный отель для карантина. Надо будет всем рекомендовать. Но я надеюсь, что карантины все эти закончатся. Отличная новость. Нас уже почему-то выпускают с карантина. Сказали, что позвонили, сказали, все, можете уходить. Получается, мы здесь пробыли чуть больше суток. Это просто супер. You happy, baby? So happy! Домой! Стартуем домой. Сейчас последний раз хочу взглянуть с этого балкончика на город. Походу дождь скоро лупанет. И такой прям сильный. А он уже пошел. Люблю тропические дожди. Здесь вообще это супер. Ну все, мы едем домой. Следующий уже выпуск будет из другой части Камбоджи, скажем так. Дома поснимаю, покажу, как живу, покажу, что в округе. И мы в ближайшее время поедем в Синауквиль отдыхать на море. Тоже все засниму, все покажу, тем более Синауквиль суперски преобразился сейчас. Мне самому будет очень интересно посмотреть. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Это первое видео о Камбодже. Скоро будет много новых. Также будет ссылка на мой инстаграм в описании. Подписывайтесь, друзья. Все. Всем удачи. Пока. Свобода. 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 Да, выпустили. Огромное количество вещей. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Куда полез? Куда полез? Так, ну все, едем домой.